Египетская администрация предупредила израильскую сторону, что увеличит численность своих воинских частей на границе с сектором Газа в случае переселения палестинцев на египетскую территорию. Если начнется волна миграции, Каир готов удвоить количество солдат на границе в течение 72 часов и перебросить в регион тяжелое вооружение и вертолеты. Такой шаг нарушает условия египетско-израильского мирного договора 1979 года, так как передача тяжелого вооружения и увеличение численности войск на Синайском полуострове допускается только с согласия Израиля. В египетской администрации считают, что эти меры будут сдерживающим фактором и позволят не допустить вытеснения палестинцев на египетскую территорию. В сети появились кадры, на которых, как утверждается, Египет активизировал военное присутствие у границ Израиля. Отметим, что в сети активно муссируются слова Абдель-Фатаха ас-Сиси о том, что египетская армия способна вновь одержать победу над Израилем, хотя он говорил это еще в 2018 году. По данным израильской стороны, военная инфраструктура Египта носит наступательный характер. Речь идет о расширении взлетно-посадочных полос и строительстве подземных сооружений. В Израиле утверждают, что эти действия нарушают мирный договор 1979 года, ограничивающий присутствие египетских войск в этом регионе легким вооружением. Кроме того, у границы с Израилем были замечены многочисленные единицы египетской бронетехники. На этом фоне сообщается, что Израиль потребовал от США оказать давление на египетские власти в связи с усилением военного присутствия Египта на Синае. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху обсудил этот вопрос с государственным секретарем США Марко Рубио. По данным израильской стороны, Египет строит на Синае взлетно-посадочные полосы для боевых самолетов и подземные склады для ракет. Израильские источники отмечают, что предпринимаемые египтянами меры вызывают серьезные трудности и являются поводом для крайней обеспокоенности. В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ответ на заявление Нетаньяху о статусе Иерусалима выступил с резкой речью, подчеркнув, что Турция не отдаст Израилю ни одного камня, принадлежащего Святому Иерусалиму. Он напомнил о султане Абдул-Хамиде и заявил, что нынешние поколения являются наследниками его политики. По словам Эрдогана, пока он жив, Турция не позволит отказаться от наследия предков и всегда будет стоять на страже Иерусалима. Израильский отставной генерал-майор Ицхак Бриг заявил, что армия Израиля должна готовиться к напряженности с Турцией в Сирии, упомянув о военном присутствии и действиях Турции в регионе. Он отметил, что вскоре Египет и Турция проведут одни из крупнейших совместных морских учений. По его словам, Турция располагает второй по численности армией в НАТО и продолжает укрепляться. При этом ВВС Израиля имеют серьезное технологическое преимущество, особенно благодаря истребителям F-35. Однако Турция превосходит Израиль по численности войск и мощи военно-морского флота. Турецкие ВВС расширяются, разрабатываются новые ракеты, а сирийская армия получает турецкое оружие. Отставной генерал считает, что в будущем это будет использовано против Израиля и что баллистические ракеты Турции с увеличенной дальностью будут нацелены на израильскую территорию. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинское государство не будет создано к западу от реки Иордан. Он подчеркнул, что попытки международных лидеров признать Палестину после резни 7 октября являются огромной наградой террору. Нетаньяху заверил, что на протяжении многих лет противостоял созданию палестинского государства, несмотря на давление, и будет продолжать ту же линию. Он также отметил, что за время его правления количество еврейских поселений в Иудее и Самарии было удвоено, и этот курс будет продолжен. Нетаньяху пообещал дать ответ на недавние попытки признания Палестины после своего возвращения из США. По его словам, Израиль будет бороться против признания Палестины на всех международных площадках, включая ООН. По данным израильских источников, администрация Дональда Трампа не накладывает ограничений на действия Израиля в случае признания палестинского государства другими странами. Американская сторона дала понять, что если Палестина будет признана в одностороннем порядке,
Израиль также может предпринимать свои шаги. Один из рассматриваемых вариантов – усиление контроля Израиля над Иорданской долиной. Отметим, что Великобритания, Канада, Австралия и Португалия уже признали Палестину, а президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция сделает это 22 сентября. Тем временем в регионе усиливается напряженность. По неподтвержденным сообщениям в СМИ и социальных сетях, якобы Пакистан направил 25 тысяч военнослужащих к границе Саудовской Аравии с Йеменом после заключения нового оборонного пакта. Отмечается, что в ответ хуситы якобы пригрозили превратить этот район в кладбище для пакистанских солдат. Эти сообщения вызывают опасения относительно возможного расширения конфликта и новой масштабной эскалации. Однако официального подтверждения их пока нет. Катар увязал продолжение своего посредничества по Газе с публичными извинениями Израиля за нападение в Дохе. По словам израильских источников, страна недооценила масштаб кризиса, вызванного этими действиями. Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани выдвинул требования об извинениях. Администрация Трампа, заинтересованная в завершении кризиса и продолжении переговоров по Газе, понимает, что без участия Катара заключить соглашение о заложниках и перемирии будет сложно. Спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Витков встретится в Нью-Йорке с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бин Абдурахманом Аль-Тани для обсуждения путей выхода из кризиса. Президент США Дональд Трамп сообщил, что 25 сентября примет президента Турции Реджепа Таyyипа Эрдогана в Белом доме. По его словам, стороны работают над крупными торговыми и военными сделками, включая поставки самолетов Boeing, контракт по F-16 и продолжение переговоров по F-35. Греческие дипломатические источники подчеркнули, что встречи лидеров государств НАТО являются обычной практикой, и обратили внимание, что вопрос о F-35 ограничивается только переговорами, так как Турция все еще располагает российскими ЗРК С-400. Пока Анкара сохраняет их на вооружении, возвращение в программу F-35 невозможно без изменения закона Конгресса США. Параллельно стало известно, что США готовят крупнейшую за последнее время сделку по продаже оружия Израилю на сумму около $6 миллиардов. В пакет поставок войдут 30 ударных вертолетов «Апачи» стоимостью примерно $3,8 миллиарда и 3250 боевых машин пехоты общей стоимостью около $1,9 миллиарда. Пока остаются открытыми вопросы о моделях техники, сроках поставки и условиях финансирования. На фоне напряженности на Ближнем Востоке Турция и Саудовская Аравия углубляют военное и оборонное сотрудничество. Заместитель председателя управления военной промышленности Саудовской Аравии Халид Аль-Баяри обсудил в Стамбуле с руководством Управления оборонной промышленности Турции вопросы сотрудничества, локализации технологий и развития оборонной промышленности. Наравне с этими новостями израильские СМИ сообщают, что Катар требует исключения Израиля из УЕФА уже на этой неделе. По данным Израиль Хайом, во вторник состоится заседание исполнительного комитета УЕФА, на котором может быть рассмотрен вопрос о запрете участия национальной сборной и клубов Израиля в европейских турнирах. Футбольная ассоциация Израиля активно работает над тем, чтобы предотвратить вынесение этого вопроса на голосование. Если решение все же будет принято, израильские команды окажутся отстранены от всех европейских соревнований, что станет историческим шагом, сопоставимым с исключением России в 2022 году. В свою очередь, президент Сирии Ахмед Аш-Шараа в интервью заявил, что не доверяет Израилю и расценил недавние удары по президентскому дворцу и зданиям Министерства обороны как объявление войны. Однако он подчеркнул, что Сирия больше не хочет войны, хотя и умеет воевать. И поэтому у нее нет иного выбора, кроме как заключить соглашение о безопасности с Израилем. В ближайшие дни Сирия и Израиль планируют подписать в Нью-Йорке новое соглашение, которое станет обновленной версией договора о прекращении огня 1974 года. Оно предполагает создание буферной и демилитаризованной зоны, а также ограничения на полеты. Президент Аш-Шараа примет участие в Генеральной ассамблее ООН,
встретится с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем и, возможно, проведет встречу с Дональдом Трампом. И в конце отметим, что Израиль и Таджикистан подписали меморандум о взаимопонимании в целях развития туризма и инвестиций. Документ был подписан в Душанбе министром туризма Израиля Хаимом Кацем и председателем Комитета по развитию туризма Таджикистана Джамшедом Джумаханзода в рамках форума ООН по инвестициям в туризм. Таким образом, регион остается в состоянии высокой напряженности, где каждый новый шаг государств Ближнего Востока способен изменить расстановку сил и повлиять на будущее всей международной безопасности. Оставляйте свое мнение в комментариях и подписывайтесь на канал Регньюз, чтобы быть в курсе самых важных событий и аналитики о происходящем в мире и на Ближнем Востоке.